За всю историю своего существования человечество не раз стояло на грани полного уничтожения. Но что же нас от этого спасло? Разум, удача или случайность? Давайте узнаем. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я расскажу вам про 5 случаев, когда человечество находилось на грани уничтожения. Погнали! Солнечная вспышка. В 2016 году ученые и отставные офицеры ВВС США рассказали о предотвращении Третьей мировой войны в 1967 году, которая едва не произошла из-за солнечной бури, вызвавшей поломку радиолокационного оборудования. Это произошло 23 мая 1967 года. Холодная война набирала новые обороты, а США и СССР усердно продолжали вооружаться. В 1967 году обе державы уже обладали достаточным количеством ядерных зарядов. Его было достаточно даже для того, чтобы гарантированно уничтожить друг друга, и не один раз. В то время в Пентагоне опасались, что СССР может нанести внезапный ядерный удар по Соединенным Штатам. И поэтому американские военные внимательно следили за радиолокационными станциями системы BMEWS или Ballistic Missile Early Warning System. Эти станции были готовы предупредить о ракетном нападении со стороны СССР за 15 минут до удара. В этот день ВВС США потеряли радиосвязь со станциями, которые расположены за Северным полярным кругом. Американские военные посчитали, что в их системе образовалась огромная брешь, в которую вот-вот хлынут советские ракеты и самолеты. Счет шел на минуты. Американские военные объявили тревогу и начали быстро готовить к взлету все имеющиеся бомбардировщики с ядерным оружием. У их экипажей уже был список утвержденных целей на территории СССР. Когда они решили, что причиной этого были действия советской стороны, американские военные подготовили к запуску несколько самолетов, готовых направиться в сторону СССР. Кто знает, что было бы дальше, если бы кому-то из военных не пришла в голову мысль обратиться в службу Air Weather Service, которая с 1964 года занималась наблюдениями Солнца и выпускала для американских ВВС прогнозы космической погоды. В этот день они получили срочный запрос: не наблюдается ли сейчас какая-нибудь необычная активность. В ответ на что один из сотрудников ответил, что на Солнце действительно происходит сильная буря. В дальнейшем оказалось, что в тот день на нашем Солнце произошла мощнейшая вспышка, которую даже можно было увидеть невооруженным глазом. Служба Air Weather Service выпустила бюллетень с предупреждением о скором геомагнитном шторме, однако военные сначала это не заметили, попросту не прочитав сводку. Узнав о солнечной буре, американцы успокоились и прекратили подготовку к атаке. Все 3 заглушенные станции находились на освещенной стороне Земли, и именно Солнце было источником мощных помех, временно выведших из строя их радары. Долгое время эта история оставалась засекречена, но в 2016 году она вскрылась. В этот день человечеству повезло как никогда раньше. Подводная лодка Б-59. Этот жуткий инцидент произошел у побережья Кубы. В этот день американские корабли наткнулись на советскую дизельную подводную лодку Б-59. Американцы начали сбрасывать глубинные бомбы того типа, которые используются для военно-морских учений и содержат очень мало заряда, не предназначенного для нанесения ущерба. По-другому связаться с подводной лодкой было никак. Цель состояла в том, чтобы попытаться заставить его всплыть для точной идентификации. Сообщения ВМС США о типе используемых глубинных бомб так и не дошли до Б-59. Б-59 при подходе к Кубе перешла в режим полного радиомолчания, прекратив связь с командованием. Конечно, экипаж принимал гражданские радиопередачи, из которых было ясно, что война еще не началась. Но чтобы уйти от американских кораблей, Б-59 пришлось погрузиться на предельную глубину, где уже нельзя было принимать радиосигналы. И если там уже полным ходом шла Третья мировая, они об этом даже не догадывались. Американские корабли продолжали сбрасывать глубинные бомбы, напряжение на борту Б-59 росло, и командир подлодки, капитан 2-го ранга Валентин Савицкий, не выдержал и отдал приказ подготовить к запуску торпеды с ядерными боеголовками. При обычных обстоятельствах для применения ядерного оружия достаточно решения командира подлодки и замполита. Но этот случай был особенным. Архипов формально не командовал Б-59, но по статусу был старшим на борту. Решение о применении ядерного оружия требовало и его согласия. Так или иначе, мнение Архипова стало решающим в предотвращении катастрофы. После полной разрядки аккумуляторных батарей подлодка была вынуждена всплыть на поверхность. Американские корабли окружили субмарину
и некоторое время продолжали сбрасывать взрыв-пакеты в воду и совершали предупредительные выстрелы. Б-59 передала американским кораблям сообщение «Прекратите провокации», после чего ситуация более-менее нормализовалась. Случай с подводной лодкой Б-59 был засекречен, а о том, что на борту субмарины имелось ядерное оружие, стало известно лишь в 2002 году во время конференции, посвященной 40-летию Карибского кризиса. После этого один из бывших советников Кеннеди назвал этот инцидент самым опасным случаем в истории человечества. А сам Архипов не дожил до этого дня. Он умер в 1998 году от рака почек. Смертоносная комета. Эта история произошла 40 лет назад, в 1883 году. В начале августа мексиканский астроном Хосе Бонилья зафиксировал более 300 темных неизвестных объектов, пересекающих солнечный диск. Позже выяснилось, что это были осколки огромной кометы, которые прошли совсем недалеко от Земли. Некоторые части кометы пролетели всего в 538 километрах от поверхности планеты. Для сравнения, Международная космическая станция кружится над нами на расстоянии от 420 километров, что всего на 118 километров меньше. Даже расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга больше этого. Ему удалось сделать несколько фотографий наблюдаемого явления. Утверждалось, что снятые объекты, летящие на большой высоте птицы. Однако сам Бонилья считал, что ему впервые удалось сфотографировать неопознанные летающие объекты. В тот момент человечество снова вздохнуло с облегчением. И если вы думаете, что ядерная война намного страшнее этого, то вы сильно ошибаетесь. Звонок в 3 часа утра. Ночью 9 ноября 1979 года Збигнев Бжезинский, помощник президента по национальной безопасности США, проснулся от телефонного звонка. Взяв трубку, он услышал страшную новость. СССР только что выпустил 250 ракет по американской территории. Бжезинский не знал, что ему делать в этой экстремальной ситуации. Он мог разбудить президента Джимми Картера для того, чтобы тот санкционировал ответный удар. Но Бжезинский понимал, что после того, как он это сделает, у президента будет от 3 до 7 минут на принятие решения. А вдруг произошла ошибка? Из-за сомнений Бжезинский попросил подтверждения информации, и спустя несколько минут последовал новый звонок. Но по новым данным, СССР уже запустил около 2000 ракет по целям Северной Америки. Военные начали инициировать экстренные протоколы, заготовленные на случай ядерной войны, и начали готовить тысячи межконтинентальных баллистических ракет к запуску. В воздух были подняты истребители и даже борт номер 1, но правда без президента. Бжезинский уже собирался набрать президенту, как внезапно услышал третий звонок. Оказалось, никакого нападения не было. Кто-то из техников по недосмотру загрузил в компьютер учебную программу, предназначенную для отработки действий в случае советского нападения, и с момента объявления тревоги до ее отмены прошло 6 минут. Когда Бжезинский получил новость о советском нападении, он решил не будить свою супругу. Он думал, что через полчаса все они будут мертвы. Эта история получила широкое освещение в американской прессе. Сам Леонид Брежнев передал президенту Картеру послание, в котором заявил о недопустимости повторения подобных ситуаций. К сожалению, пожелание оказалось невыполненным. В следующем году американская система снова выдаст еще как минимум 3 ложных предупреждения. 20 минут до ядерной войны. Наверное, это самый опасный случай, связанный с сложным срабатыванием системы раннего предупреждения. Это случилось 26 сентября 1983 года. 1983 год вошел в историю как самый напряженный период холодной войны со времен Карибского кризиса. Весной того года Рональд Рейган, американский политический деятель, объявил о программе стратегической оборонной инициативы. В СССР ее восприняли как попытку американцев обеспечить себе победу в тотальной ядерной войне. Помимо этого, американские военные начали подготовку к размещению в Западной Европе ракет Першинг-2. Их подлетное время до Москвы составляло всего 6 минут. Оно до минимума сокращало руководству СССР время на принятие решения об ответном ударе. 1 сентября 1983 года произошло случайное недоразумение. Советский истребитель сбил нарушивший границу южнокорейский Boeing 747, приняв его за самолет-разведчик. Погибло 269 человек. В ответ на что НАТО запланировано командные учения, в которых отрабатывался сценарий ядерной войны. Они были столь реалистично организованы, что советские лидеры на полном серьезе опасались, что на деле замаскированная подготовка к вторжению в СССР.
26 сентября 1983 года на пульт, расположенного в Подмосковье командного пункта Серпухов-15, пришло странное оповещение. Новейшая космическая система раннего предупреждения ОКО, заступившая на боевое дежурство всего за несколько месяцев до этого, зафиксировала запуск нескольких ракет с американской территории. В ту роковую ночь оперативным дежурным был подполковник Станислав Петров, занимавший должность инженера-аналитика. Он подменял заболевшего коллегу. По инструкции, Петров должен был немедленно известить о случившемся начальство, которое, в свою очередь, сообщило бы об атаке Генсеку, министру обороны и другим высшим должностным лицам страны. Но Петров не сделал этого. Вместо этого он сказал командиру, что произошло ложное срабатывание системы. Если вдуматься, то логику Станислава Петрова можно понять. Если бы американцы действительно начали войну, они бы использовали весь свой арсенал. Они стали запускать пару ракет, да еще и с одной базы. Да и к тому же, Петров не сильно доверял новой системе. Будучи инженером, он понимал, что компьютер, как и человек, может ошибаться. Но одно дело рассуждать в спокойной обстановке, как это делаем мы, и совсем другое, находясь на боевом посту и понимая, что от твоего решения зависит судьба страны. Наверное, следующие 20 минут стали самыми длинными в жизни Петрова. Почему именно 20? Именно столько времени требовалось, чтобы запущенные с территории США ракеты появились на радарах второго эшелона советской системы предупреждения. Когда время вышло и ничего не произошло, все находившиеся на посту с облегчением перевели дыхание. Позже выяснилось, что причиной ложного срабатывания системы стали солнечные лучи, отразившиеся от высотных облаков. Этот дефект системы ОКО удалось исправить лишь в 1985 году. К тому времени Петров уже покинул ряды армии, а за свое решение он не получил никаких наград, а наоборот, его обвинили в неправильном оформлении боевого журнала. И не просто так. По воспоминаниям Петрова, расследовавшая инцидент госкомиссия состояла из людей, проектировавших ОКО. Им было проще обвинить дежурного, чем признаться в собственных ошибках. Мы можем лишь гадать, как разворачивались бы события, если бы Петров поступил так, как требовала инструкция. Или если бы в тот день на посту оказался не он, а штатный дежурный. Какое решение принял бы тяжело больной Андропов, узнав о запуске ракет? Стал бы он ждать информации от систем второго эшелона? Или, получив подтверждение своим давним опасениям, отдал бы приказ о немедленном ответном ударе? К счастью, благодаря Петрову ему не пришлось делать подобный выбор. О произошедшем стало известно уже после завершения Холодной войны. В 2006 году в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, Станиславу Петрову была вручена специальная награда в виде руки, держащей земной шар. На ней была выгравирована надпись «Человеку, который предотвратил ядерную войну». В 2014 году на экраны вышел художественный документальный фильм «Человек, который спас мир», посвященный событиям той ночи. А 19 мая 2017 года Петров скончался. Эти 5 случаев лишь самые известные, когда человечество оказалось на грани уничтожения. Скорее всего, были, есть, да и будут другие инциденты, но пока что они либо засекречены, либо еще не произошли. И если угрозу ядерной войны мы еще как-то можем контролировать, то движения космических тел пока нет. Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, это в очередной раз подтверждает хрупкость любой цивилизации в космосе. А во-вторых, эти случаи показывают, что новейшие технологии не всегда делают нашу жизнь безопасней. К сожалению, в будущем могут произойти такие же ситуации, и кто-то допустит ошибку. Эта ошибка будет стоить человечеству очень дорого. Из этого всего возникает вопрос, почему человечество до сих пор не отказалось от такого опасного оружия? Причин достаточно много, и если бы мы рассказали о них в этом выпуске, то он длился бы намного дольше. Что из этого выпуска впечатлило вас больше всего? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.